Всем привет! В это пасмурное утро будем с вами начинать установку вот такой вот USB зарядки в автомобиле. В USB зарядке нуждаюсь давно, временно, пока ждал прибытия вот этого девайса, пользовался USB шнурком магнитолы. Вот. Это все я заказал с набором проводов, которого мне, скорее всего, не хватит. Ну, это по ходу будем разбираться. Итак, значит, стандартное место установки вот этих девайсов, это, конечно же, вот здесь под центральной консолью. То есть, вот эта штука прямо так и просится, чтобы встать вот сюда. То есть, параллельно розетке прикуривателя. Она здесь смотрится просто идеально, и место подключения тоже довольно удобно, потому что подключаться я планирую так или иначе к прикуривателю. Но я не люблю, когда у меня провода, я надеюсь, из-за этого дождя, который переходит в ливень, вам хоть что-то слышно, что я рассказываю? Итак, продолжим. Значит, если у нас будет стоять вот здесь внизу зарядочка, телефон я держу всегда вот в этой вот клипсе. Очень удобно, всем рекомендую. То есть можно телефон разместить и горизонтально, и вертикально. Очень хорошо держит и стоит копейки. Там до 150 рублей это все можно найти. Очень удобно, все перед глазами. Даже, по сути, заменяет магнитолу с навигацией вообще с литой. Итак, значит, телефон я обычно устанавливаю таким образом. И я не хочу, чтобы у меня провода зарядки болтались через органы управления, там, не знаю, в районе рукоятки переключения, напротив магнитолы и так далее. Вот. Поэтому я предполагаю поставить эту штуковину в бардачок. Ну вот, в частности, я тут посмотрел, сейчас вам объясню. Вот. Будем из бардачка подключаться к телефону, вот так вот провод приводить. И бардачок спокойно можно закрывать. Он не пережимает. Сейчас внизу уберу провод. Он не пережимает провод. Провод себя там чувствует отлично. И ничего у нас по салону не болтается. То есть мне в любом случае нужен зарядник именно в бардачке. Также пассажир, который сидит вот на месте том, на котором я сейчас нахожусь, он тоже может вторым шнурком подключиться и сидеть с телефоном тут же. Либо что-то делать, либо положить его в бардачок, или сюда, или в стакан. Также закрыть крышку, и все. То есть никаких проблем. Поэтому будем бороться за бардачок. Следуя бардачок, хочу сказать, что за бардачком где-то вплотную, где-то почти вплотную проходит у нас усилитель металлический. Вот его видно. Здесь он уходит чуть вниз, чуть вверх. Возможно, вот сюда еще врезать и можно было бы. Вот. Ну, очень уж в натяг. Очень он там проводка жгут идет, и все такое. Оно близко находится. Тем более, что сверлить цельный пластик автомобиля это одно, а сверлить заглушку это другое. То есть это заглушка от охладителя бардачка, который тут как холодильник выступает. У меня этой опции нет. У меня есть заглушка. Вот, поэтому в эту заглушку я и буду встраивать зарядку. Затем проводку проведу в районе балки, прицепившись к ней хомутами. Уведу вот сюда вот вниз. Здесь мы с вами вскроем вот эти вот все штуки и подключимся к прикуривателю. Естественно, все это надо делать
Только через предохранители. И только через предохранитель. Все, сейчас я померяю примерную длину, чтобы мне заранее подготовить жгут проводки примерной длины с запасом. Вот, и, соответственно, буду врезать в заглушечку. Делаем вот по снятому трафарету, так сказать, разметку. И теперь будем ее аккуратненько высверливать. Итак, высверлили. Теперь начинаем вырезать контур. Вырезали. Берем напильник и сейчас доводим края до ума и до размера зарядки. Вот такое вот отверстие. Вот так это выглядит все у нас изнутри. Все ноги крепежные у нас сохранены. Сейчас будем одевать резину защитную и защелкивать. Это выглядит в собранном виде. Примерно вот таким углом оно у нас в автомобиле будет стоять. Вот так изнутри. Сейчас приступаем к изготовлению проводки. Итак, провод у нас готов примерно длиной метр 10. Вот сюда я обжал, потом еще дополнительно пропаял наконечники, изолировал их хорошо. Здесь у нас предохранитель родной, который шел в комплекте, стеклянный на 5,1 ампера. Вот это плюс, вот это минус. И теперь остается, значит, всю эту конструкцию соединить, прокинуть в машине. Итак, поехали. Итак, вся конструкция собрана, промаркирована. Все готово для подключения. Значит, сейчас мы открываем бардачок. Все, сейчас, значит, вот эту вот штуку мы ставим на место, провод продергиваем внутрь. И будем его прицеплять хомутами вот к этой балке. Она у нас вот здесь вот прощупывается изнутри. Прицепим к балке, значит, сейчас попробую показать, не знаю, там темно, видно вам или нет. Значит, пройдем по балочке. И где-нибудь вот здесь вот спустимся в район прикуривателя. Сейчас заодно снимем планочку прикуривателя. Для этого нам надо снять вот эту вот уже знакомую штуковину. Вот она у нас отцепилась. Сейчас мы ее уберем в сторону, отцепив проводку от светодиода. И будем доставать вот эту вот планочку, на которой у нас висит Power Outlet. Итак, значит, как же снять вот эту планку, где стоит прикуриватель? Снизу подцепляем рукой и тянем на себя. И еще на себя. И вот у нас высвободился разъем прикуривателя. Все, сейчас будем протягивать провод и цепляться вот к этим проводам. Так, сам девайс мы установили, заглушечку поставили. Провод привязали вот здесь вот к балке хомутами. И вот к металлической конструкции тоже хомутами. Все. Вот у нас наш провод, вот у нас провод прикуривателя. Я его сюда выдернул, здесь удобнее мотать.
Вот, значит, одна скруточка. Все, сейчас я ее заизолирую. И сделаем точно такую же скрутку на плюсе. Вот, только я ее немного смещу вот сюда, чтобы они не были параллельно, а были в разных местах. Все заизолирую и вытянем вот сюда для подключения к самому прикуривателю и так далее. Все, подмотались, подключились обратно к разъему. Собираем все в обратной последовательности. Так, ну и сейчас вот эту планочку и будем тестировать. Итак, все собрали, все готово. Проводим тестирование девайса. Включаем зажигание. О, загорелась. То есть она работает даже в первом положении замка зажигания. Включаем. Второе положение. Выключаем. На этом все. Всем спасибо, что смотрели. Всем удачи в работе.